Статически неопределимые задачи. Продолжение разговора об этом сегодня. Приветствую вас, дорогие мои подписчики, и проходивших мимо, как всегда, тоже приветствую. Сегодня разговор о том, какие статические неопределимые задачи бывают, кроме стержней, которые защемлены между двух стен, а вот в данном случае это задача, состоящая из системы стержней и опоры. Сегодня о статически неопределимых задачах, продолжение разговора. В предыдущий раз мы разговаривали о стержнях, которые защемлены между двух опор. Статически неопределимая задача называется, потому что в опоры нижней 3 реакции, в опоре верхней 3 реакции, а уравнений статических, уравнений статики у нас всего лишь тоже 3. То есть сумма проекций на одну ось, сумма проекций на другую ось и сумма моментов относительно какой-нибудь точки. Для этой задачи сумму моментов относительно какой-либо точки брать бесполезно, потому что она вырождается в сумму проекций на вертикальную ось. Горизонтальные силы здесь не действуют. В результате мы получаем 2 неизвестных реакции и 1 силу. Что нам нужно сделать для того, чтобы решить эту задачу? В предыдущем видео мы решили, что мы возьмем дополнительное уравнение, которое будет связано с анализом деформаций, с анализом изменений размеров, то есть с перемещением некоторых сечений. Теперь же возьмем другую задачу, в которой у нас будут уже не линейные перемещения, то есть сжатия или растяжения, а угловые. Если вот, допустим, взять статически определимую задачу и к ней приложить усилие F, то мы прекрасно понимаем, что этот стержень чуть-чуть растянется, и ось, которая проходит вдоль балки, недеформируемой, почему она и заштрихована таким вот образом, то ось этой балки повернется относительно опоры на какой-то угол. И, естественно, вот это расстояние, это будет изменение длины нашего стержня вертикального, на котором держится вот эта опора. Хорошо. Тут у нас все просто. Здесь одна опорная реакция, вторая, ну и здесь внутреннее усилие N. То есть 3 неизвестных, 3 уравнения статики, сумма проекций на ось X, сумма проекций на ось Y и сумма моментов, ну, в данном случае лучше всего брать относительно точки, в которой находится опора, потому что 2 опорных реакции здесь пересекаются, и нам не нужно будет искать их, потому что нас-то и не спрашивают про опорные реакции обычно в сопротивлении материалов, а спрашивают внутренние усилия. То есть взяли сумму моментов относительно этой точки, эти уравнения даже могут не пригодиться, потому что реакции мы не ищем. Хорошо, статически неопределимая задача отличается от предыдущей тем, что здесь на одну в данном случае неизвестную силу будет больше. Здесь будет N1, здесь будет N2. При воздействии силы F вот здесь. Была продольная ось до приложения нагрузки вот в таком положении. После приложения нагрузки она повернется относительно оси, которую мы обозначили в точке А. То есть произойдет поворот относительно этой точки. Конечно, мы можем сказать, что вот это будет дельта L второго стержня, а вот это будет дельта L первого стержня. Расстояние от исходного положения оси до последующего. Конечно же, это перемещение обозначено очень большим, оно масштабировано, оно преувеличено, для того, чтобы было хорошо видеть. Но мы видим, что в этом треугольнике, в большом и в маленьком, мы можем составить пропорцию между дельта L1 и расстоянием, например, А, и дельта L2, и расстоянием всей длиной, ну пусть будет здесь b, тогда дельта L2 А плюс b. То есть катет в большом треугольнике к катету в большом треугольнике, катет в маленьком и, соответственно, катет в маленьком. То есть мы составили тангенс угла, это и есть пропорция. Но с учетом суммы моментов относительно точки А, вот относительно этой, будет 2 уравнения,
и 2 неизвестных усилия. Давайте пропишем это, чтобы уже закончить разговор о том, как это будет. Учитывая то, что мы знаем, что удлинение нашего стержня, любого, определяется из закона Гука, который был нами выведен еще в первой лабораторной работе, мы можем сказать, что внутренние усилия с удлинением связаны вот таким уравнением. Из схемы мы составили пропорцию для того, чтобы получить перемещение. Треугольник, который мы видели, дельта L1 относится к А, так же как дельта L2 относится к А плюс Б. То есть вот эта линия, продольная линия балки, ось балки, и вот новое положение после приложения силы. Вот это у нас было дельта L1, это дельта L2. Значит, учитывая это, мы записали наши уравнения. Дальше подставили в уравнение значение для дельта L и получили вот такую зависимость. Из суммы моментов относительно точки вот в этой схеме я упростил. Недеформированная балка нами может не рассматриваться, а рассматриваться просто ее ось. И тогда становится все значительно проще взять сумму моментов относительно точки А. То есть вот у нас N1 на плечо, N2 на свое плечо и F опять же тоже на свое плечо. Вращение в разные стороны происходит, поэтому здесь знаки плюс, а здесь знаки минус. Складываем разными знаками. Ну и из этих двух уравнений, конечно, определить внутреннее усилие и N1 и N2 ничего не стоит. Вот любая схема, состоящая из системы стержней и какой-то опоры, может быть рассмотрена вот таким вот простым способом. Ну, на этом сегодня закончил. Всего хорошего, удачи, будьте здоровы, до свидания.